Масса трактора 5 тонн. Длина соприкасающейся с землей части его гусеницы 250 сантиметров, а ширина 28 сантиметров. Каково давление трактора на землю? Неизвестно о том, что масса трактора 5 тонн. Длина гусеницы, запишем ее L1 равно 250 сантиметров, ширина L2 равно 28 сантиметров. Узнать давление. Мы знаем о том, что давление это равно силе действующей или весу, деленной на площадь. В данном случае F это у нас не что иное, как вес трактора. Можем записать, что F равно mg. А площадь это будет площадь соприкосновения трактора с землей. Нужно тут заметить, что у трактора есть две гусеницы, и площадь гусеницы будет равна L1 умножить на L2. Их две. В данном случае давление будет равно чему? Будет равно F делить на S, M умножить на G и делить на две гусеницы, 2 S гусеницы. Запишем как M умножить на G и делить на 2 L1 умножить на L2. Ну, теперь все данные здесь есть. G только надо записать из справочника. G равно ускорение земного тяготения 9,8 метров за секунду в квадрате. Так давление равно. Переписываем это все, подставляем те данные, которые у нас есть из таблицы. 5 тонн, так и запишем его. 5 тонн умножить на G на 9,8 метров за секунду в квадрате. Делить на 2. L1 это сколько у нас? Умножить на 250 сантиметров и L2 на 28 сантиметров. Ну, теперь нужно привести те значения, которые у нас есть, системные значения. Зная о том, что сантиметры, это запишем 1 сантиметр, то у нас метр, деленный на 100. Вместо сантиметра подставляем вот эти значения. Будет 5 тонн. Тонна это 10 третий килограмм. Умножить на 9,8 метры в секунду в квадрате. Смотрите, сразу у нас сверху вырисовывается ньютон. Килограмм на метр на секунду в квадрате. Но внизу только сантиметр, который нужно перевести в метры. 2 умножить на 250. Этот сантиметр переведем в метры. Метр, деленный на 100. И умножить на 28, то же самое. Метр, деленный на 100. Последовательно пишем, для того, чтобы практиковаться, каким образом можно переводить эти значения в системные в решении задач. Итак, будет 5 на 10 третий килограмм умножить на 9,8 метр на секунду в квадрате. Делим на 2 умножить на 250. Смотрите, метры можно оставить здесь. Вот эту сотню перенести вверх, умножить на 100. Вот мы ее перенесли сюда. Теперь умножить на 28. Метры тоже можно здесь записать. А эту сотню тоже перенести вверх. Вот таким образом. Теперь смотрите, метр на метр это метры квадрат. Вырисовывается ньютон, внизу вырисовывается метры квадрат. Давайте перепишем это все. 5 на 10 третий. Я уже запишу это как ньютон. Умножить на 9,8 ньютон. Умножить на 10 четвертой степени. 100 на 100, 10 четвертых. И разделить 2 на 250. Умножить на 28. Метр на метр. Метр квадрат. Работаем как с обычными алгебраическими выражениями. Давайте немножко упростим это все. Запишем 500 умножить на 10. Отсюда взяли 2 нолика. Умножить на 10. Вот это 10 третий мы разложили. 500 умножить на 10 на 9,8 ньютонов и на 10 четвертой степени. А здесь 2 на 250 получается. 250. И умножить на 28 метров квадратных. Смотрите, сразу 500 и вот это вот можно сократить. 10 на 98 будет 98 на 10 четвертой ньютонов разделить на 28 метры квадратных. Получаем 35 на 10 третий ньютон на метры квадратные. Ньютон на метры квадратные это не что иное, как паскаль. Давление у нас будет равно P 35 на 10 третий паскаль. Либо можно записать 35 килопаскаль. Так давление P равно 35 килопаскалей.